Да, здрасте, здрасте. Проходите, карточку кладите на стол. Направление тоже на стол. Буквально сейчас 3 секунды, я буду полностью ваша. Слушайте, а вы недавно у меня что ли были? Нет? Странно. Так-то у меня хорошая память на лица. Прям лицо, как впечаталось ваше. Нет? Ну, не знаю, может быть во сне тогда. Ладно. Так, давайте посмотрим в карточке. Нашла. Да, действительно. Мне кажется, я еще даже не работала, когда вы последний раз были у отолеринголога, честно говоря. Но, в принципе, тогда у вас жалоб не было. А что сейчас? На что жалуемся? Никаких жалоб, да? Абсолютно здоровый человек. Чудеса. Значит, у нас плановый профилактический осмотр, да, я правильно понимаю? Тогда начнем заполнять листок вкладыш в вашу амбулаторную карту и незамедлительно приступим к осмотру. Так, значит, жалоб у вас нет. Да, вы знаете, чем дольше работаешь врачом, тем больше убеждаешься, что в наше время, в нашем климате абсолютно здоровых людей-то практически не осталось. Вот так вот. Но я надеюсь, что вы это самое счастливое исключение. Так, значит, садимся рядышком со мной в проход ножки под углом 45 градусов. Пока вы будете устраиваться, я подготовлю свои ручки. Так. Значит, смотрите. Значит, что мы будем делать? Мы будем производить осмотр последовательно вашего носа, горла и ушек, да, в таком порядке. Соответственно, начнем с носа. Сейчас я буду прикасаться к вашему переднему носу и местам расположения около носовых пазух. В норме мои прикосновения должны быть безболезненными, может быть даже приятными. Поэтому, если будет дискомфорт, скажите, ладно? Приступим. Так, надавливаю, не больно, да? Так, посильнее, если. Так, не больно. Так, не больно. Так. Так. Здесь у нас один ноздрю. Здесь тоже хорошо. Порядок. Тут сейчас надавлю еще и все. Сильно тогда. Ну, терпимо, да? На, смотрите. Все хорошо. Сейчас. Ну что, нет, там не больно совсем, я аккуратно. Значит, в носик мы вам залезем этим инструментом и посмотрим немножечко, что у нас в носике. Так, подождите, головку запрокиньте.
Киньте посильнее. Угу. Так, ну на первый взгляд все хорошо у нас. Так. Угу. Сейчас будет немного яркий свет. Так, давайте еще раз носик ваш залезем. Но все хорошо, у нас все хорошо. Слизистая розовенькая. Отлично. Тут еще глянем, да. Аккуратно. Так. Все хорошо. Носовая перегородка не искривлена. Я смотрю. На храп не жалуйтесь. Вообще, знаете, это сейчас распространенная проблема. Многие недооценивают ее серьезность. Да. Ну как это? Если бы вы храпели, то, пожалуй, вы бы сами себя будили, если бы сильно храпели. Ну или бы вам сказали кто-нибудь. Соседи, например. Так. Так, это мы отметили. Тут у нас все хорошо. Цвет отличный, слизистая отличная, без изменений. Сейчас проверим вашу обонятельную функцию. Давайте так сначала силу дыхания проверим. Значит, ваша задача, я поднесу вас к носику ватку. Одну ноздрю вы закрываете, второй ноздрю так делаете. Это такой сильный вдох, резкий выдох. И мы посмотрим, насколько ваточка отклонится. Ладно? Угу, давайте. Носик закрываем. Угу. Так, то же самое второй ноздрю. Угу. Угу. Да. Достойный результат. Сейчас я предложу вам одной ноздрёй понюхать запах, да, аромат и сказать, что это такое на ваш взгляд. Начнем с такого запаха посложнее. Давайте. Затрудняйтесь. Что такое? Ой, слушайте, извините. Сегодня буквально букетик мне подарили. Сильно пахнет, да? Я уже принюхалась, не чувствую. Так, ладно, давайте тогда немного раскроем для вас запах. Так. Ну что, есть версии? Ну, право, что у вас кошек никогда не было. Ну, конечно, валерьянка. Ладно. Давайте тогда попроще попробуем второй настрой, да? Запах. Давайте так сначала. Конечно. Это хвоя. Запах Нового года. Обожаю этот запах. Что может быть лучше, чем настоящая елочка на Новый год, да? Так, значит, давайте запишем, что
воды. Теперь переходим к осмотру глотки. Зачем перчатки? Ну, знаете ли, я все-таки полезу к вам в рот. Вам, наверное, это будет не совсем приятно, да? Да, кто знает. Так, сейчас я думаю, спатель вас не убедит, вы знаете, не удивит, вы знаете, что делать. Так, открываем, пожалуйста, ротик пошире. Так, молодец, молодец, пошире еще чуть-чуть. Так, зубки хорошие, все у нас хорошее, слизистая чистая, язычок чистый. Так вот. Ага. Секунду, еще сейчас воспользуюсь я перед своим фонариком, да. Давайте еще раз ротик открываем, посмотрим внимательно. А то вы к врачу-то ходите раз в 4 года. Надо получше посмотреть. Так. Ну, тихо, аномалия. Так, теперь буду прощупывать вас с внутренней стороны щеки. Открываем ротик. Открываем. Да, нормально все, ничего не чувствую. Так, давайте теперь с этой стороны. Угу. Хорошо. Молодец, молодец. Но еще не все, к сожалению. Сейчас будет не самое приятное задание, честно скажу. Как в камере пыток. Ну, простите, работа у нас такая. Инструменты только выглядят страшными, на самом деле все не так страшно, но неприятненько будет, скажу, да. Ну, вы будете молодцом, я уверена. Я ваш язычок возьму, да, буду вот зажимать его, а зеркальцем буду смотреть ваши связки. Вам надо будет по команде произнести звуки, которые я вам скажу. Договорились? Ну ладно, так. Давайте язычок открываем. Открываем рот. Так. Молодец. Так, хорошо. Теперь попытайтесь сказать Ладно, вдохните чуть-чуть. Еще раз. Но я не изверг, конечно, я не могу каждого пациента полчаса уговаривать, да?
Давайте. Теперь так, отлично. Угу. Отдохните. Теперь будем говорить и так. Угу. Ой, молодец, все хорошо. Все хорошо сделали. Да я не ругаюсь. Так, ладно, теперь наклоните головку, пожалуйста, в одну сторону. Буду прощупывать ваши лимфоузлы шейные. Так, глубокие шейные. Ключичные. Так. Ключичные. Да, все хорошо. Так. Теперь то же самое на вторую сторону. Наклоняем голову сюда. Челюстные, смотрю, узлы. Шейные. Все хорошо. Пока идете как идеальный пациент. Так и запишу в карте. Идеальный пациент. Так. Ну что, мы уже почти закончили. Последняя часть у нас тесты на слух. И посмотрим ваши ушки также. Значит, для начала будем проверять, как вы слышите. Я буду вам произносить слова по очереди в разные ушки, параллельно создавая, ну, как бы такие помехи, да, во втором ухе, чтобы все по-честному. Хорошо. И вы мне скажете, какие слова вы расслышали. То говорите голосом и шепотом. Подсказывать не буду. Так. Давайте. И глаза закрывайте, чтобы не видеть, как шевелятся мои губы. Ладно? Так. Подождите, вы еще ушко прикройте. Вот это, да? Сарделька. Барбарис. Оттепель. Церемония. Дорога. Даль. Щи. Угу. Так. Второе ушко прикрываем, ладно? Угу.
ситуация. Форма. Редут. Пойдет. Галку заработали. Так, ну что, давайте ушки тогда ваши посмотрим. Как обычно. Все будет хорошо, вообще не больно. Но если у вас все хорошо и здорово, да? Так. Так. Что я вам хочу сказать? Ситуация, в общем-то, ясна. Вы, наверное, ушки часто чистите, да? Каждый день вы даете ватными палочками, да? Вообще, да, понятно. Так. Давайте также с этой стороны посмотрим. В общем, это то же самое. Да. Хорошо, понятно. Так, ну что ж, вы знаете, я, наверное, вас удивлю, но представьте себе, ватными палочками уши чистить нельзя. Да, не знали? Ну, это на самом деле распространенная проблема. Практически каждый второй пациент не знает. Тем не менее, у меня есть демонстрационный материал, доказательства моих слов, так скажем, да. На упаковках с ватными палочками, по идее, должна быть инструкция, меры предосторожности. Сейчас, кстати, почему-то стали не так часто эту надпись располагать, что вообще не очень-то хорошо, прям скажем. И вот вы можете прочитать, что тут черным по белому написано, да, что не рекомендуется употреблять на внутренних поверхностях уха, носа и глазика. То есть мы в целом их для больше косметических целей должны использовать, чем привыкли. Вот так вот. У меня есть демонстрационный стенд для того, чтобы вам все было понятно. И вы, собственно, такую ошибку в будущем не совершали. Итак, давайте посмотрим. Тут у нас изображено ушко наше с вами, да? Так вот, смотрите, вот это у нас внешнее ушко, так называемое. Это у нас так называемое среднее ушко. И это так называемое внутреннее ушко. Так? И, соответственно, ватной палочкой мы чистим только внешнее ушко. Да? Вот эти завитки, противозавитки. Внутрь ушка мы палочкой не залазим ни в коем случае. Это исключено. Почему? Потому что, во-первых, вот тут можно увидеть, что очень высокий у нас с вами риск повредить барабанную перепонку. Понятно, что аккуратно, но вы же не можете, да, сами себе в ухо заглянуть, правильно? Поэтому у всех есть свои анатомические особенности. Барабанная перепонка у кого-то расположена близко к входу, у кого-то подальше от входа, да, под разными углами, поэтому не надо рисковать и повреждать собственные ушки. С другой стороны, смотрите, мы
ушки чистим. На самом же деле мы фактически загоняем серу ушную вглубь уха, тем самым стимулируем образование той самой ушной пробки. Да, такой вот парадокс. То есть мы так уши-то не очищаем, наоборот вредим. Как чистить? Ну, давайте подумаем. Смотрите, когда мы совершаем жевательные движения, то наша ушная раковинка также движется. И, соответственно, это помогает сере, да, проходить к наружному, внешнему нашему ушку. Соответственно, когда сера достигает внешнего ушка, то мы воспользуемся самым главным инструментом, который подарила нам природа. Знаете, каким? Да-да. Человек создан совершенным, поэтому на самом деле палец вполне достаточно для того, чтобы очистить уши. И когда мы видим в внешнем ушке уже показалась сера, то просто пальчиком, просто с помощью воды, может быть, промываем ушки. Вот так просто все. Да, но у вас уже, знаете, несколько раздраженное среднее ухо. То есть вы так активно чистили собственные уши, что просто у вас там сейчас нарушена слизистая ушко. Поэтому давайте сейчас я обработаю вам ушки с помощью антисептика, чтобы никакая зараза все-таки туда не попала. А так вы будете знать, что если у вас есть какие-то сложности с повышенным образованием, может быть, серы, то приходите просто регулярно, где-то раз в полгода на прием к отоларингологу, и мы вам с помощью специального оборудования все почистим. И будете слышать вы просто идеально. Так, вот хорошо, давайте. Также надо учитывать, что на самом деле сера — это защита нашего ушка от инфекций, от различных грибков, от каких-то даже просто элементарно пыли и грязи. И так вот удаляя серу из ушка, мы фактически, да, сами лишаем свое ушко самого главного защитника и помощника нашего уха. Вот поэтому удалять серу из ушка ни в коем случае не надо. Сейчас наоборот, она очень полезная и нужная нам. Даже люди, у которых мало серы в ушах, считаются нами, врачами, как бы такими так называемыми слабыми ушами, да, изначально подверженными каким-то заболеваниям. Но у вас с этим все хорошо, такие нормальные обычные ушки. Так, ну что, заключение. Здоров, но абсолютно здоровым человеком я все-таки не назову.
Ну, как же у вас? Просто какая-то параноидальная склонность к чистке ушей. Ну, я шучу, конечно. Все у вас хорошо. Можете на работе сказать, что вы абсолютно здоровы. Но над собой можно немножко поработать. Поспокойнее будет. Очень хочется туда палочкой залезть. Я понимаю. Но вот это ваша точка роста, будем считать. Ладно, хорошо, давайте тогда наш прием закончен. Сейчас я закреплю нужный список документов в вашу карту. Так. Карточку можете забирать. Все, все хорошо. На этот раз я вас запомнила. Конечно, приходите, если будет такая необходимость. Угу. Да, зовите следующего.